Вова, видишь топор? Нет. А он есть. Топор Хоббит от уральской ремесленной мануфактуры Аника. Это мы. Приветствую всех! Если вы не знаете, зачем нужен кулачный топор, то скажите мне, зачем тогда нужен вот такой томагавк? Опытный человек знает, что главное не размеры топора, а то, как ты умеешь им пользоваться. В прошлом году мы сильно расширили нашу линейку топоров на базе томагавков. У нас появился томагавк Викинг, у нас появился новый томагавк под обратный всад. И также у нас появился вот такой замечательный каминный малыш Хоббит. Что мы здесь видим? Тут чуть меньшего размера голова, чем у нас на томагавке, и сильно меньшего размера рукоять. Зачем такой топор нужен? В первую очередь колоть и немножко еще колоть. Потому что такой топорик не зря называют каминным. И потребность на такие топоры есть. Мы не думали, что он зайдет, но тем не менее он пользуется спросом. Это когда нам присылают сломанные нормальные томагавки, мы отпиливаем ручку, вставляем обратно и снова продаем. Ха-ха, капитализм. На самом деле, такой топор имеет место быть, потому что, как я раньше говорил во многих видео, очень много сейчас колки выполняется топором. Больше, чем рубки, больше, чем теса и других каких-то задач. И у многих людей есть камин дома. Ну, камин, на самом деле, немного у кого есть. А вот печка, да, в доме или в бане у многих есть. И для него нужно щепить мелкие веточки, уже наколотые бревна. Нужно щепить на щепочки и растапливать нашу печь. И под эти задачи сделан вот такой вот маленький топорик. Но сегодня мы находимся в лесу. И в лесу тоже этот топорик можно задействовать. А задействовать его можно в паре с пилой. Потому что, в первую очередь, что? Он очень компактный. Не сильно легкий, как, скажем, наш будущий 40-пут. Но при этом он очень компактный. Он влезет даже в маленький какой-нибудь велорюкзак. В данный момент на рынке мы встречаем очень много классных, эффективных китайских и японских пил. Силки, самурай, там вот это все. И на любой карман, на любого потребителя, большие, маленькие. И эти пилы достаточно хорошо и эффективно пилят, но плохо колят. И в пару к этим пилам у нас есть вот такой топорик. Он легче, он чуть легче нашего стандартного томагавка, сама голова полегче. Ну, я думаю, тут грамм 600 максимум. Более короткая и из-за этого легкая ручка, но недостаток веса и длины рукоятки компенсируется более толстым клином, чем на нашем томагавке. Если вы собрались им что-то рубить, не знаю, это плохая идея. Для метания он тоже не подойдет, увы, он слишком клиновидный. А колоть самое то. В крайнем случае вы можете посшибать какие-то мелкие сучки и ветки, что лезвием, что обухом. В принципе, массы для этого ему хватит. ТТХ наших топоров вы можете посмотреть у нас на сайте, ВКонтакте, где-нибудь еще, мы везде есть. Но в целом расскажу, что здесь сталь ШХ-15, подшипниковая сталь, рукоять ясень, вес головы примерно 600 грамм,
и рукоять 300 мм. По итогам этого видео что можно сказать? Если у вас дом, дача, у вас стоит печка, и вы колите и щепите дрова для нее, чтобы растопить, этот топорик замечательно подойдет вам. Наши топоры не дешевые, но этот топор чуть дешевле нашего стандартного томагавка. Это говорит о том, что вы можете положить его у печки, и он будет жить там, в этом месте, и быть всегда под рукой. Если вы походник-легкоход, любите работать пилой, и вам нужно колоть то, что вы пилите, это также топор для вас. Если вы ходите на большие расстояния в теплое время, и вам нужен минимальный вес и компактность, например, вы велосипедист, и у вас маленький рюкзачок, или вы крепите вашу сумку на раму велосипеда, этот топор также подходит для вас. На этом все. До встречи в следующих видео. Прощайте.